у вас салон красоты, или же вы занимаетесь установкой окон под заказ, а возможно у вас самый обычный интернет-магазин, где вы продаете самые разнообразные товары. Вы хотите запустить таргетированную рекламу. Однако вы не понимаете, какую цель вы преследуете и какую цель необходимо выбрать в настройках рекламы. Или же вы просто путаетесь в понятиях вовлеченность на сообщения, трафик, лиды или продажи. Тогда это видео для вас. Для каждого вида бизнеса важно понимать, какая рекламная цель даст наилучший результат. Ведь неправильно выбранная стратегия просто снизит эффективность ваших компаний. Рекламные цели в Ads Manager разработаны для выполнения разных задач, каждая из которых включает свой собственный алгоритм работы. Например, цель трафик направлена на привлечение пользователей, которые с наибольшей долей вероятности кликнут по вашему объявлению для того, чтобы перейти на ваш сайт. Цель сообщения будет подбирать аудиторию, которая склонна взаимодействовать с вашей компанией через мессенджеры. А цель продажи из каталогов будет автоматически подбирать пользователей, потенциальных покупателей для демонстрации ваших товаров. Эти особенности очень важно учитывать при выборе стратегии своей рекламной, так как каждый бизнес имеет свои уникальные особенности, которые важно учитывать. Например, салону красоты, который активно ведет свою Instagram-страничку, прекрасно подойдет выбор цели сообщения для того, чтобы клиентам было удобно сразу же через Директ записаться на процедуру. Для компаний, которые занимаются нестандартными товарами и услугами, например, вы устанавливаете окна на заказ, то здесь, конечно, вам лучше подойдет цель трафик для того, чтобы ввести потенциального клиента сразу на ваш сайт, где он сможет записаться к вам на консультацию или же выбрать по нужным ему параметрам готовый вариант окна. Интернет-магазинам, которые просто продают свои товары, прекрасно подойдет цель продажи для того, чтобы эффективно демонстрировать свои продукты потенциальным покупателям. Все алгоритмы работают по-разному. У каждой цели есть свой алгоритм. И это очень важно понимать, потому что мы все с вами разные, и, соответственно, поведение наше в соцсетях также разнится. Кто-то очень активный пользователь соцсетей, он ставит лайки, комментирует контент, выкладывает что-то свое, кто-то активно покупает товары или записывается на какие-либо услуги через, например, Instagram. А кто-то же наоборот тихонечко сидит в соцсетях, любит наблюдать за вами, за блогерами, однако не будет ничего комментировать, будет лайкать, возможно, нет, будет просматривать сторис и так далее. Но, конечно, каждый человек является потенциальным покупателем вашего товара или услуги. Facebook и Instagram это прекрасно понимают и учитывают эти модели поведения и показывают рекламу тем пользователям, которые, скорее всего, выполнят нужное для вас действие. Соответственно, если цель будет выбрана неправильно, система сосредоточится на неподходящей для вас аудитории и произойдет банальный слив бюджета, а клиента вы не получите. Поэтому важно понимать, какой результат вы хотите получить, на какую аудиторию нам нужно сконцентрировать свои усилия и какую нам необходимо выбрать, соответственно, цель для того, чтобы она соответствовала нашим бизнес-задачам. Меня зовут Алена Полюхович, и в этом ролике я расскажу, какие рекламные цели доступны в Ads Manager, как выбрать цель, которая подойдет для вашего бизнеса, и какие стратегии будут наиболее актуальны и эффективны. После просмотра данного ролика вы сможете с уверенностью выбирать нужную рекламную цель и адаптировать ее под задачи вашего бизнеса, чтобы получить максимум эффективности от ваших компаний. Так что усаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Итак, мы переходим с вами в рекламный кабинет Ads Manager, нажимаем на компании «Создать компанию». И вот здесь нам открывается поле, где нам нужно выбрать цель нашей компании. Цели, как мы видим, немного, всего лишь 6. Узнаваемость, трафик, вовлеченность, лиды, продвижение приложений и, собственно, продажи. Кажется, вроде бы ничего страшного, что здесь такого, не так-то много целей, тем более, что
при наведении на цель у нас показывает, за что она отвечает и для чего подходит. Например, при узнаваемости она будет показывать рекламу людям, которые с наибольшей вероятностью запомнят ее. Как мы видим, она подходит для охватов, прироста узнаваемости бренда, просмотра видео, узнаваемости адреса точки. И кажется, все просто. Но так кажется только на первый взгляд. У каждой цели есть место получения конверсий, и их несколько. Например, начнем с цели трафик. Это одна из самых популярных целей, которую зачастую выбираем. Мы нажимаем «Продолжить». У нас здесь открывается такое меню, где нам необходимо выбрать конфигурации компании. Автоматически обычно ставится галочка вот здесь «Рекомендуемые настройки», но мы никогда это не делаем, всегда выбираем «Создать вручную» для того, чтобы мы могли самостоятельно контролировать настройки рекламной кампании. И нажимаем «Продолжить». Нам открывается следующее поле, и мы видим, что если мы перейдем на уровень группы непосредственно, вот здесь вот открывается это поле «Конверсия», где мы видим место получения конверсий. И уже у нас здесь есть 5, так сказать, подконверсий в цели трафик. Это сайт, приложение, места назначения для сообщений, профиль Instagram и звонки. Начнем, например, с сайта, направлять трафик на сайт. Если мы опустим свой взор ниже, увидим здесь цель по результативности, то есть критерии, по которым мы оцениваем успех нашей рекламы. Автоматически здесь стоит максимальное число кликов по ссылке. Конечно, мы можем развернуть это меню, увидеть, что нам предлагает здесь еще дополнительно. Это максимальное число показов, максимальное число переписок, максимальный дневной охват среди уникальных пользователей или максимальное число просмотров целевой страницы. Как правило, это максимальное число кликов по ссылке. То есть имеется в виду, что Facebook будет стараться показывать ваши объявления тем пользователям, которые с большей долей вероятности просто кликнут по рекламе. Они не обязательно выполнят какое-то нужное вам действие на сайте, они просто кликнут по объявлению. Спускаемся ниже, выбираем, например, приложение, то есть направлять трафик в приложение. Опять же, цель по результативности мы видим максимальное число кликов по ссылке или же максимальный дневной охват среди уникальных пользователей. То есть, опять же, человек, скорее всего, кликнет по вашему объявлению, но это не гарантия того, что Facebook будет стараться показывать ваше объявление тем пользователям, которые перейдут на ваше приложение, установят его или как-то с ним повзаимодействуют. Абсолютно нет. Также мы видим, что у нас есть место получения конверсии. Это места назначения для сообщений, то есть направляется трафик в мессенджер, Instagram или WhatsApp. Такая же подцель есть и в других целях, и в вовлеченности, но алгоритм действия будет другим, о чем мы поговорим с вами дальше. А также у нас есть профиль Instagram, то есть его основная цель — это привлечь больше посетителей в профиль Instagram. И вот как раз-таки, если вы ориентированы на то, чтобы увеличить количество подписчиков в Инстаграме, как раз-таки для вас идеально подходит эта цель трафик с местом получения конверсии профиль Instagram. И звонки у нас есть для того, чтобы мы могли получать максимальное количество звонков от потенциальных посетителей. А теперь давайте пройдем с вами дальше и рассмотрим другую цель, которая пользуется также наибольшей популярностью. Заходим в компании, нажимаем «Создать» и рассмотрим с вами вовлеченность. Как мы видим, что здесь нам кратко показано, для чего нам подходит вовлеченность. Это для мессенджера, Инстаграма, WhatsApp, просмотра видео, взаимодействия с публикацией, конверсий и звонки. Давайте рассмотрим с вами детальнее. Нажимаем «Продолжить». Как обычно, выбираем компанию, которая создана вручную. Нажимаем «Продолжить». И здесь мы переходим на подуровень компании для того, чтобы посмотреть места конверсий. Итак, у нас здесь с вами опять же открывается поле, вот здесь, если мы его раскроем, но уже гораздо больше.
Значит, мы здесь первым делом что можем выбрать? Места назначения для сообщений. То есть уже у нас похожая под цель, так ее назовем, была с вами в цели трафик. Однако есть разница между под целью здесь вовлеченности и в трафике. В отличие от трафика, здесь мы можем выбрать максимальное число переписок. А вот здесь мы прокручиваем ниже, мы здесь галочками там ставим, где мы хотим получать сообщения, Instagram Messenger, WhatsApp. И вот здесь цель по результативности у нас есть максимальное число переписок. Ну, либо же мы можем выбрать максимальное число кликов по ссылке, но зачем нам это нужно, если нас интересуют конкретно посетители, которые будут с нами взаимодействовать, которые отправят нам сообщение. Здесь мы можем выбрать максимальное число переписок, в отличие от цели трафик, где также было место назначения конверсии получения сообщений. Но там максимальное число переписок такой по цели не было. Как раз таки, если у вас салон красоты, например, да, или вы там косметолог, настраиваете свою рекламу для того, чтобы показываться в Инстаграме, вам отлично подойдет цель вовлеченность на место получения конверсии максимальное число переписок, для того, чтобы ваши потенциальные клиенты, увидев рекламу, сразу же могли записаться к вам на процедуру, не покидая Инстаграм. Так, идем с вами дальше, выбираем, допустим, ваше объявление. Как мы видим, это уже касается больше видео, то есть мы предлагаем людям просмотреть наш видеоролик или повзаимодействовать с ним. Тип вовлеченности мы видим, что здесь у нас просмотр видео, взаимодействие с публикацией, ответы на приглашение или установленные напоминания. Если мы выбираем, например, просмотр видео, нам предлагается цель максимальное число просмотров или же максимальное число непрерывных 2-секундных воспроизведений видео. То есть алгоритмы будут настроены так, чтобы показывать наиболее заинтересованной аудитории, которая просмотрит ваш видеоролик. Но если же мы выберем, например, тип вовлеченности не просмотр видео, а взаимодействие с публикацией, то нам предлагается цель по результативности, это максимальное число взаимодействия с вашей публикацией или же максимальное число показов вашей публикации пользователям, да, или максимальный дневной охват среди уникальных пользователей. То есть максимальное число взаимодействия с публикацией будут подбираться те люди, которые с наибольшей долей вероятностью кликнут, например, нравится вашей публикации или же оставят к ней комментарий. Также у нас есть звонки, как было в цели трафик. И что у нас здесь есть еще? Сайт взаимодействия с вашим сайтом. То есть здесь у нас уже максимальное число конверсий, не просто клик, не просто показ вашего объявления для пользователя, который кликнет по вашему объявлению, да, а уже будет подбираться аудитория, которая выполнит, скорее всего, какое-либо полезное действие на вашем сайте. И это отличительная особенность цели трафик и цели вовлеченность, которая ведет на сайт. И там мы ведем на сайт, однако, если мы выбираем вовлеченность с местом конверсии сайт, мы уже ориентируемся на тех пользователей, которые, скорее всего, там оставят заявку, да, закажут бесплатный там какой-то просмотр, попросят перезвонить им и так далее. Если же мы выберем сайт, но в цели трафик, там уже будет подбираться аудитория, которая, скорее всего, просто кликнет по вашему объявлению, просто перейдет на сайт, но нет никакой гарантии, что они будут заинтересованы выполнить какое-либо действие на вашем сайте. Также у нас есть приложение, которое у нас было и в цели трафик, однако, опять же, есть разница. Здесь у нас уже идет, опять-таки, возможность выбрать максимальное число событий в приложении. То есть мы, конечно, можем выбрать максимальное число кликов по ссылке, чтобы человек просто перешел на ваше приложение, но это мы можем выбрать как бы и в цели трафик. А в цели вовлеченность максимальное число событий в приложении, то есть люди ориентированы на установку вашего приложения, открытие вашего приложения, регистрацию в вашем приложении. Ну и страничка в Facebook у нас есть. Это как раз-таки, если мы хотим собирать максимальное число отметок нравится для нашей страницы, если мы хотим конкретно продвигать нашу страницу в Facebook, то как раз здесь тогда нам потребуется вот это
вот цель вовлеченность с местом получения конверсии страница Facebook. То есть мы с вами можем сделать вывод, что цель трафик больше заточена под то, чтобы люди переходили на ваше приложение или переходили на ваш сайт, то есть просто кликнули. А цель вовлеченность уже подыскивает тех людей, ту аудиторию, которые с наибольшей долей вероятности будут выполнять какое-либо полезное действие на вашем там сайте или же приложении. Ну и мы с вами перейдем и рассмотрим следующую цель, которая называется лиды, которая должна помочь привлечь нам для компании или бренда, собственно, лиды. Нажимаем «Продолжить». Как обычно, выбираем, напоминаю, создание вручную. Очень важно, я проговариваю этот момент несколько раз, потому что это действительно важно, чтобы у вас не было автоматических настроек, где Facebook выбирает максимально широкую нерелевантную аудиторию, у вас просто списывается бюджет. Поэтому всегда выбираем настройку вручную и нажимаем с вами «Продолжить». Переходим на уровень группы и смотрим, что же у нас нам предлагает здесь. Так, нам открывается опять же сайт с максимальным числом конверсий. Такой же сайт у нас был и в вовлеченности, об отличиях мы поговорим с вами чуточку позже. Дальше у нас есть моментальные формы. Мы предлагаем людям заполнить конкретную форму. Это форма, такая лидогенерация, которая возможна для отслеживания. Здесь такой важный момент и нюанс в Европе и в Японии, потому что, запуская моментальные формы, вы у себя в кабинете будете видеть их количество. Если вы таргетируетесь на Европу или же на Японию, например, вы выбираете вовлеченность цель и выбираете место получения конверсии сообщения, то вы не сможете увидеть у себя в кабинете количество этих самых переписок, количество этих сообщений. А вот здесь как раз-таки в моментальной форме вы будете это видеть. И эта прекрасная моментальная форма подходит для ниш, например, B2B сегмента. То есть, если мы прокрутим ниже, мы здесь видим максимальное число лидов. То есть, реклама будет показываться тем пользователям, которые, скорее всего, заполнят вашу форму, будут оставлять какую-то свою контактную информацию. И также здесь есть возможность выбрать максимальное число конвертированных лидов, то есть реклама будет показываться тем пользователям, которые с наибольшей долей вероятности совершат еще конверсию на вашем сайте после того, как поделятся с вами контактной информацией. Дальше у нас с вами идет мессенджер, где генерируются лиды, чтобы начинать переписки в мессенджере, то есть мы видим вот здесь максимальное число лидов, которые мы можем выбрать, и его основное отличие от сообщений в цели вовлеченность заключается в том, что это больше здесь чат-бот. То есть в месте получения конверсии сообщения в цели вовлеченности у вас как бы настраивается диалог, который вы самостоятельно настраиваете. Человек, когда попадает на вашу страничку, на вашу рекламу, он начинает с вами переписку, сразу же вам открывается сообщение, которое вы настраиваете, и варианты ответов, которые выбирает человек, и дальше уже начинается живой диалог. То есть у вас там сообщение, там, например, рады приветствовать там на сайте клиники, да, там, и 3 варианта вопросов, например, там, подскажите стоимость такой-то процедуры, да, человек выбирает, и дальше уже должен подключаться живой человек, который будет дальше вести диалог, общение и так далее. Здесь же это больше чат-бот, который настраивается, где человек общается больше именно с чатом. Здесь есть больше разных разветвлений и вести диалог. По эффективности нужно понимать больше ваш тип бизнеса и вашу аудиторию, готова ли она общаться в чат-боте, был ли у вас такой успешный кейс, потому что зачастую люди не сильно активно любят продолжать общение с чат-ботами, оставлять какие-то свои данные, контактную информацию, то есть люди больше предпочитают живое общение, чтобы непосредственно человек отвечал на их сообщения. А, к сожалению, чат-бот нужно очень хорошо продумывать, да, чтобы у человека не было желания покинуть мессенджер. Поэтому все-таки я рекомендую вам настраивать на цель
вовлеченность, сообщение, где живой человек сможет отвечать на вопросы потенциального клиента. Дальше у нас идет моментальный формы мессенджер. В принципе, это то же самое, очень похоже, просто отличие в том, что человек, который уже перешел на вашу рекламу, ему предложат продолжить общение именно в мессенджере. И здесь как раз-таки это больше подходит, если вы таргетируетесь на те страны, в которых Facebook как бы развит, и это не наши русскоговорящие страны, потому что у нас все-таки Facebook довольно-таки непопулярная соцсеть, и вот мы по собственному опыту, сколько же мы не вели рекламу, например, в Instagram и Facebook даже, да, показывать, то, как правило, с Facebook аудитория идет немножко нецелевая и вообще очень такие малые результаты. В основном у нас это все-таки Instagram, поэтому если вы таргетируетесь на страны, где Facebook популярен, люди пользуются, люди переписываются в мессенджере, тогда да, вот это вот вам подойдет. В остальных случаях пропускайте, это вам не подойдет. Вам лучше получать сообщения все-таки в Инстаграме, ну или же в WhatsApp. Следующая цель у нас, точнее место получения конверсии, это Инстаграм. Это то же самое, что и мессенджер, то есть общение с чат-ботом, только уже не в мессенджере, а в Инстаграме. Опять же, у нас есть звонки, которые помогают генерировать максимальное число звонков, и приложение, где мы можем получить максимальное число событий в приложении. Чуть-чуть поговорим о приложении позже. Теперь мы с вами попробуем пройти в продажи. Нажимаем продолжить, все как обычно, ручные настройки, и смотрим, что же нам предлагает здесь. Что же мы видим? У нас здесь снова есть сайт. И вот вопрос, чем же отличается место получения конверсии сайт от цели, сайт, который находится в цели продажи, от сайта, который находится в цели лиды, и от сайта, который находится в цели вовлеченность. Давайте разбираться. Конечно же, мы выбираем, что у нас, точнее, не выбираем, а не забываем, что у нас должен быть пиксель обязательно настроен, но мы сейчас говорим не о пикселе. Итак, мы здесь выбираем события конверсии, да, и вот мы видим, что у нас есть какие-то конверсии, которые мы можем выбрать, да, а какие-то светятся сереньким, и выбрать их нельзя. От чего это зависит? Это как раз-таки и зависит от выбора нашей цели. То есть, если я сейчас нахожусь в цели продажи, напоминаю, выбираю сайт и выбираю события, которые я хочу, чтобы были сделаны пользователем. То есть, это добавление в корзину, добавление в список желаний, добавление платежной информации, завершенной регистрации, начало оформления заказа, начало пробного периода, подписка, покупка и так далее, да? То есть у нас доступны здесь все события, которые связаны с продажей. Но при этом лид, отправка заявки, да, запись у нас уже здесь недоступны. Но смотрите, что произойдет, если я просто меняю цель с продажи, например, на лиды, да. Вот я меняю ее на лиды, продолжаю, выбираю сайт, и вот здесь, как вы видите, у нас все поменялось. Мы уже здесь можем выбрать и контакт, и лид, и запись, и завершенную регистрацию. То есть весь секрет заключается в правильном названии цели. То есть если клик по кнопке вы зальете в продаже, то выбрать вы его сможете, естественно, только в цели продажи. То есть если мы выберем цель вовлеченность, да, и сайт, там нам будет доступно что угодно, связанное с вовлеченностью. Просмотр страницы, например, да, или просмотр определенного количества страниц, то есть все, что связано именно с вовлеченностью, не с продажей, не с отправкой заявки, а именно просто с взаимодействием с сайтом. То же самое, что и сайт, это у нас приложение, только разница в непосредственно приложении. Мы выбираем, мы должны подвязать приложение, у меня его здесь сейчас нет, вы просто подвязываете свое приложение, и вот как сайтом вы выбирали конкретное событие, которое должен выполнить человек, также и в приложении выбираете
знаете конкретно, что должен сделать человек. Там зарегистрироваться, войти, скачать приложение и так далее. Так, ну и также у нас здесь в продажах есть моментальные формы, мессенджер, WhatsApp, Instagram, все то же самое, что было и в других целях. В принципе, ничем это не отличается, просто отличие есть в том, что при настройке именно в цели продажи вот эти вот моментальные формы, переход в Instagram, переход в мессенджер, часто у многих возникает ошибка, поэтому ошибки нет, это в цели вовлеченность. Вот там вот прекрасно настраивается места получения конверсии Instagram, мессенджер, обмен сообщениями. Там все работает идеально, поэтому если вам необходимо получать непосредственно сообщения в Инстаграме или Фейсбуке или WhatsApp, как раз-таки можете не морочить себе голову, просто выбрать цель вовлеченность и настраивать все там. Там все работает без багов. У нас здесь еще с вами есть приложение. Это, в принципе, то же самое, что и сайт, но мы просто с вами выбираем наше приложение, подгружаем его и выбираем конкретное событие, что нам нужно от пользователя, чтобы он сделал непосредственно в приложении. Установил, зарегистрировался, скачал и так далее. Еще также у нас есть с вами места назначения для сообщений и звонки. В принципе, с сообщениями то же самое, однако иногда бывает такая проблема, что-то не работает именно в цели продажи, именно места назначения сообщений. Бывает частенько такое, что что-то не работает. Вот, поэтому если вы хотите получать сообщения от своих клиентов, лучше все-таки выбирать цель вовлеченность. Там все гарантированно работает и без всяких сбоев. И у нас с вами еще осталась цель узнаваемость. Раньше она называлась охват. Нажимаем продолжить, посмотрим, что у нас с вами здесь. У нас есть с вами максимальный рекламный охват, максимальное число показов, максимальный прирост запоминаемости рекламы и цели по просмотрам видео. Максимальный рекламный охват, например, да, начнем с него. Здесь, получается, алгоритм будет работать таким образом, чтобы показывать вашу рекламу максимальному количеству уникальных пользователей. Например, у вас вышла какая-то важная новость в компании, да, вы ее оформили в пост, вы хотите, чтобы максимально большое количество людей увидели и узнали от вас эту новость. Вы можете пользоваться этой целью. Или же мы можем выбрать с вами максимальное число показов. То есть мы, например, хотим показать как можно более широкому сообществу наши там пост, видео, да, допустим, видео. И мы хотим после этого собрать из этого огромного количества людей, которые увидели наше видео, ту самую лояльную часть аудитории, которая просмотрела наше видео до конца или же хотя бы просмотрела больше, чем половину ролика. Таким образом, изначально мы с вами можем выбрать цель узнаваемость и максимальное число показов, чтобы собрать максимально большую аудиторию, с которой мы в дальнейшем будем взаимодействовать, и с которой мы будем находить нужную нам аудиторию. И цель узнаваемость хороша тем, что, например, при выборе максимального рекламного охвата у нас здесь, в отличие от цели вовлеченность, да, и трафик, мы можем выбрать ограничение частоты. То есть мы можем показывать одному и тому же пользователю, например, там один показ за каждые 7 дней. Мы можем это здесь спокойно редактировать и настраивать, чтобы не как бы надоесть одному и тому же пользователю, бесконечно не показывать ему эту рекламу. Так что здесь это очень полезная кнопочка. С вами здесь есть, это максимальный прирост запоминаемости рекламы, но здесь это больше подходит для крупных бизнесов. Для малого среднего бизнеса это как бы не особо важная цель, потому что если вы не меряете, сколько вы вложили в рекламу, метод там узнаваемости вас, то как бы эта цель вам, скорее всего, в 90% случаев просто не понадобится. Так, и рассмотрим с вами последнюю цель, которая у нас осталась. Это цель продвижения приложения. Говорит само за себя, да, ну и вы мне скажете, что
что, у нас уже было продвижение приложения и в других целях. Зачем ее вынесли отдельно? Да, она действительно была у нас в других целях, как бы и в вовлеченности, и в продажах. Мы можем там также ее использовать, но здесь больший выбор того, конкретно что же мы хотим от пользователя. То есть мы хотим либо, чтобы пользователь непосредственно кликнул просто по ссылке, просто посмотрел наше приложение, мы хотим, чтобы пользователь скачал, установил наше приложение, да, или же чтобы реклама просто показывалась тем, кто с большей долей вероятности установит это приложение или же совершит какое-либо действие. То есть если у вас есть конкретное приложение, вы хотите его продвигать, то вам отлично как раз подойдет цель продвижения приложения. Здесь всего лишь 3 места назначения конверсии, которые вы можете конкретно выбрать в зависимости от того, что вам необходимо, и не делать никаких больше танцев с бубнами. На этом наш ролик подошел к концу. Я надеюсь, что вам стало чуть-чуть более понятно, что это за цели, какую цель стоит выбирать конкретно для вашего бизнеса. И теперь, если вы для своего бизнеса захотите запустить таргетированную рекламу, вас не напугает количество целей, количество подцелей, и вы уже спокойно сможете разобраться и настроить рекламу. А если нет, обращайтесь к нам, и мы всегда вам поможем настроить классную рекламу конкретно для вашего бизнеса. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментарии. Я буду рада ответить на каждый из них. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, заходить в наш телеграм-канал, где у нас живое общение с участниками происходит. Конечно же, делиться этим видео. Пишите в комментариях, на какие темы вы бы еще хотели, чтобы я сняла для вас видеоинструкции, ролики. Ну и, конечно же, удачных вам продаж и до новых встреч!